Всех приветствую в нашем уютном кафе, как мы на 20 называем эту комнатку небольшую, в очередном приятном мероприятии. Сегодня в очередной раз, я должен, наверное, ежегодно, да, у нас это традиция. Уже получается шестой год подряд. Нет, шестой вечер. Шестой вечер. Ну да, где-то в этих пределах. Получается где-то раз в год, где-то такое получается, наверное. Если, наверное, бард, это, наверное, правильно скажем, охарактеризует направление музыки. Да хоть горшком. В общем, замечательный исполнитель, друг нашего коллектива, в частности, музея коллектива в частности. Евгений, я вас даже как представить еще как интригаль, я даже не знаю, как лучше сказать. Да никаких, то, что есть, оно все дома лежит. В общем, замечательный совет, замечательная музыка. Я надеюсь, вам понравится, я даже в этом уверен. Прошу, пожалуйста. Я вам сейчас лучше подойду, у нас просто рабочий сегодня день, поэтому мы будем бегать туда-сюда со своими коллегами. Я сейчас что-то приду. Ну что ж, еще раз здравствуйте. Конечно, хотелось бы, чтобы народу было побольше, но погода, она есть погода, многие просто-напросто. Сам сегодня на себе испытал, что такое скользко. Да, это получается уже у нас шестой вечер, и два это у меня делали, я приглашал друзей, и вот уже четвертый, который будет мой. И сегодня я просто хотел вам показать не то, что написал сам, хотя там еще песен много, и ни на одну программу хватит, а решил пойти по стопам того, что мы делали в ДК в свое время, те мероприятия, те концерты, которые мы называли танцплощадка. То есть мы делали там по шансону, по року, по вокально-инструментальным ансамблям, и просто по эстраде прошлых лет. Мне вот здесь тоже захотелось показать старые песни прошлых лет, но достаточно известные. Ну, парочку своих вещей я спою в самом начале и в самом конце, как начать и закончить. Названия видели, годы пролетают, ну и что такого, поймете потом в конце, почему это все будет идти. Но зато вам, что хочу сказать, вам очень сильно повезло в том, что вы сейчас можете видеть зазвездившуюся звезду. Ну, так обо мне говорят просто-напросто. Сначала я хотел возражать на эти дела, а потом просто подумал, а зачем? Потому что если звезда светить, будем елки-палки. Ну что ж, а начну я со своей песенки. Я по-моему, на втором вечере здесь я как раз заканчивал программу этой песни, а сейчас я ее начну. Называется она «Не жалей ушедшие года», как раз тоже по теме будет. Сколько лет, сколько зим, что не верится самим, пролетела и умчалась прочь. То, что было, прошло, но печалиться смешно, ведь как прежний день сменяет ночь. Так же шелестит листва и гоняет детвора мяч футбольный так же, как всегда. Пусть чего-то больше нет, сколько бы ни промчалось лет, не жалей ушедшие года. Да-да, пусть чего-то больше нет, сколько бы ни промчалось лет, не жалей ушедшие года. Не беда, что за окном снег сменяется дождем, солнце все же больше на земле, и чумазый карапуз смачно трескает арбуз. У него проблемы, жалобы нет, суетой наполнен день, и бывает часто лень просто так на звезды посмотреть, улыбнуться до души. Мы друг другу не спешим, а ведь стоит только захотеть. Да-да, улыбнуться до души. Мы друг другу не спешим, а ведь стоит только захотеть. За порогом 100 дорог, на дорогах 100 тревог, поджидают и каждого в пути. Пусть страдались башмаки, обращаться не с руки, жизнь прожить не будет.
чего нам больше нет, сколько бы ни промчалось лет, не жалею ушедшие года. Да, да, пусть чего нам больше нет, сколько бы ни промчалось лет, не жалею ушедшие года. Да, да, пусть чего нам больше нет, сколько бы ни промчалось лет, не жалей ушедшие года. Да, а то забуду, я человек такой. Вот сидят, один сидит, другой стоит. Илья Петровский, тот, который все это озвучивает, Юрий Марков, который все вот это снимает. Ребята, которые просто сказали, мы тебе сделаем. Я вот им благодарен просто от всей души. Вот. Другой бы скажет, а мы сейчас тебе тут, нет, ребята приехали, ребята сделали. Если я буду чем-то нужен, ребята, меня можете рассчитывать просто-напросто. Ну а вот и теперь давайте попробуем подойти уже к тем песням, которые наверняка, может быть, даже и знаете. Если вдруг кто-то задумает там что-то напевать, да пожалуйста. И вот такая песенка из репертуара очень известного автора-исполнителя Олега Митяева. Эту песню, наверное, даже знают те, кто к бардовской песне не имеет никакого отношения. Изгиб гитары желтой, ты обнимешь нежно струну осколком эхо, пронзит тугую ввысь, качнется купола неба, большой и звездно-снежный, как вздох, что все здесь сегодня собрались. Качнется купола неба, большой и звездно-снежный, как вздох, что все здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката, костер меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка, улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все здесь сегодня собрались. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена, как раны, на сердце запеклись. Мечтами их и песнями мы каждый вздох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами их и песнями мы каждый вздох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Изгибы гитары желтой ты обнимешь нежно, струна осколком эхо пронзит тугую ввысь. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный, как здорово, что все здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный, как здорово, что все здесь сегодня собрались. Литературы – это начать писать сочинение. Вот сейчас то же самое, такая же система. Начинаешь с трудом, потом понесло, и не знаешь, как остановиться. Так что, если я в разнос пойду, не удивляйтесь. А вот эту песенку, если мне память не изменяет, я боюсь ошибиться. Сейчас мы затронем такую тему, как шансон, потому что автор этой песни, если мне не изменяет память, как раз является солистом группы «Пятилетка». Но боюсь, могу ошибиться. Эту песню написал Андрей Волков. Так зовут этого человека. И эту песню в свое время в свой репертуар вставила такая певица, как Натали.
Я когда услышал, честно сказать, я не ожидал, что она эту песню будет петь. Мы в кругу друзей эту песню поем. Я даже не ожидал, что это как-то связано с шансоном, хотя тут шансоном и не пахнет. А называется песня «Посвящение друзьям». Разбросала косы русые береза, раскраснелись щеки сильного мороза, дыма над крышей тонкой ниточкой струится, значит, будут звуки литься в темноте январской ночи. По старинке ноги в валенки обуют, и по снегу, как по звездам в ночь иду я, там, где ветер тихо хлопает калиткой, по дорожке лунной зыбкой я уйду к друзьям старинным. Меня встретят и за стол посадят, с миром вместе вспомним все, что быть могло и было. Будут песни, те, что так любимы нами, мы затянем их с друзьями, и польются песен звуки. Разбросала косы русые береза, раскраснелись щеки сильного мороза. Долго будет этот вечер вспоминаться, но пора нам собираться, путь далекий, край родимый. Разбросала косы русые береза. А сегодня воскресенье, если вы не против, будет, как у меня всегда в программах бывает, я всегда говорю, у меня карточный термин. У меня очко 20. Мне один хороший человек, который зовут Елена, фамилия у нее Верхорубова, в комиссарском отряде «Пламя». Песни из репертуара Александра Моисеевича Городницкого. На первый взгляд вроде бы какие-то обрывистые фразы в этой песне, но в целом вот получается картинка. Я, когда ее послушал, она мне сразу контрольно в голову. Достаточно серьезная песня. Мне хотелось бы сейчас ее... У нас у всех в жизни есть такие моменты, когда есть люди, которых считаешь друзьями, а потом, оказывается, они... Вот, хотелось бы напомнить вот таким людям как раз вот эту песню. Песня называется просто «Предательство». Предательство, 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 предательство души, не заживающий ожог. Рыдать устал, рыдать устал, рыдать устал, рыдать устал, рыдать устал над мертвым миражом. Зовет за 3-9 земель трубы серебряная трель, и лошади несутся по стерне. Но что тебе, святая цель, когда пробитая шинель от выстрела дымится на спине? Но что тебе, святая цель, когда пробитая шинель от выстрела дымится на спине? Вина твоя, что надвое, судьбу твою сломали ротозей. Жена твоя, жена твоя, жена твоя, жена твоя, жена твоя, и лучший из друзей. А все вокруг как будто за и смотрят ласково в глаза, и хором воздают тебе хвалу. А ты добыча для ворон, и дом твой пустый разорен, и гривенник пылится на полу. А
ты добыча для ворон, и дом твой пустый разорен, и гребенник пылится на полу. Учитесь вы, учитесь вы, учитесь вы, учитесь вы, учитесь вы, друзьям не доверять. Мучительно, 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 мучительнее после их терять. И в горло нож вонзает бруд, и под тесеем берег крут, и хочется довериться врагу. Земля в закате и в дыму, я умираю, потому что жить без этой веры не могу. Земля в закате и в дыму, я умираю, потому что жить без этой веры не могу. Предательство, 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 предательство души, не заживающий ожог. Рыдать устал, рыдать устал, рыдать устал, рыдать устал, рыдать устал над мертвым миражом. Зовется 3-9 земель, трубы серебряная трель, и лошади несутся по стерне. Но что тебе святая цель, когда пробитая шинель от выстрела дымится на спине? Но что тебе святая цель, когда пробитая шинель от выстрела дымится на спине? Ну, раз у нас сегодня народу не сказать, что олимпийский, но все равно мне хотелось бы сегодня спеть песни, естественно, для вас всех присутствующих и для тех, кого здесь сегодня нет по каким-то определенным причинам. Но главная причина – это та, что люди находятся очень далеко. И вот следующую песенку мне хотелось бы спеть и для вас, и для одного человека, замечательного тоже человека, которого тоже зовут Елена. Когда-то я еще называл ее по отчеству, так как она в какой-то степени была моим косвенным начальником, там, где я работал, не прямым, а косвенным. Должен был выполнять ее распоряжение, когда отсутствовал мое начальство. Первое наше знакомство было такое близкое, такое очень серьезное. Я понял, что человек шутить с таким не стоит. А потом как-то так разговор за разговором, и что-то она засмеялась. И я увидел у нее в глазах чертиков. Ну, раз чертики в глазах при смехе появляются, значит, человек добрый. Она не просто добрый, она очень умный человек, ну, просто замечательный человек, живет она в Москве. И вот камера вот здесь, когда это все запишется, обязательно она увидит, я ей пришлю. Лена, эта песня для тебя, это не про любовь, сразу говорю, это бардовская песня, но думаю, так как ты у нас любишь бардовскую песню, а еще она заядлая футбольная болельщица, что сразу привлекло меня к ней, думаю, оценить песню правильно. А песня из репертуара Юрия Черсановича Кима. Она прозвучала впервые в фильме «Короли и капуста». Был такой фильм в свое время, там Валентин Гафт играл, по-моему, даже Караченцев играл, не помню точно. И вот там впервые она прозвучала. У нее, как сказали, всего 4 куплета. Да, 4 куплета. А мне она попалась, когда я ее увидел, там было 5 куплетов. Как потом выяснилось, 4-й куплет написал кто-то неизвестно, автор неизвестен. Но я спою вам в полном варианте именно с этим куплетом, потому что, по-моему, он в тему попадает. Называется она «Куда ты скачешь, мальчик?». Куда ты скачешь, мальчик, кой черт тебя несет? И мир твой хромает, и ты уже не тот. Да что за беда, да что за беда, да что за беда, ей-богу. Поеду понемногу, а вот да повезет, а вот да повезет. Куда ты скачешь, мальчик, темно уже в лесу. Там брод, а носороги с рогами на носу. Да что за беда, да что за беда, да что за беда, ей-богу.
Поеду понемногу, хоть и кости растрясу, хоть кости растрясу. Чего ты ищешь, мальчик? Каких таких забав? Цветочки все увяли, а травку съел жираф. Да что за беда, да что за беда, да что за беда, ей-богу. Поеду понемногу, хотя во всем ты прав, а я во всем не прав. Куда ты скачешь, мальчик, скажи ты мне куда? Кругом одно и то же, бардак и суета. Да что за беда, да что за беда, да что за беда, ей-богу. Поеду понемногу, куда-нибудь туда, куда-нибудь туда. Куда ты скачешь, мальчик, куда ты держишь путь? Всю жизнь ты то видела, скакала, то учусь. Да что за беда, да что за беда, да что за беда, ей-богу. Поеду понемногу, куда-нибудь, туда куда-нибудь. Благодаря которой все это все Спасибо за опоздание. Сделал бы это. задержалось, начальство не опаздывает. Спасибо. А вот эту песню, ребят и девчат, вот даже если, вот как опять-таки, даже если вы ее не знаете, вы все равно ее знаете хотя бы пару слов. Потому что в таком фильме, вот достаточно давнишнем, 2 билета на дневной сеанс, эта песня звучит в переделанном виде. Там такой приплотненный дяденька поет ее. Но мы не будем ее петь в приплотненном виде, мы ее споем в оригинале. Автор ее Юрий Кукин. Понимаешь, эта страна очень странна, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, и с собой мне не справиться никак. Люди сосланные делами, а люди едут за деньгами, убегая от обиды и тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты пойми, что это остро, очень остро. Горы, солнце, пихты, песни и дожди. И пусть давным-давно набиты в путь дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак.
за туманом, за туманом. И с собой мне не справиться никак. А люди сосланы делами, а люди едут за деньгами, убегая от обиды и тоски. А я еду за туманом, за мечтами, ты за запахом отойди. А я еду за туманом, за мечтами, ты за запахом отойди. Небольшая страничка, там сказать несколько песен, которые я услышал в таком объединении, про которое я уже сегодня сказал, это комиссарский отряд «Пламя». Когда к нам приезжали ребята молодые, пионеры, тогда комсомольцы, и мы их вот учили, как там вести организаторскую работу в школе. Мы были не вожатыми, нас называли комиссаром. Вот несколько лет я отдал этому отряду. В этом году мы собирались на свой очередной юбилей. Дай Бог, чтобы дело продолжалось, потому что это действительно из тех времен, когда была другая страна. Это действительно то, что в принципе ни в коем случае нельзя забывать. Там самое главное понятие – это дружба. Ну, без дружбы, без дружбы найди, вы поняли, да? И вот там была одна такая песня, она называется «Вожатская». Вот должны были люди сегодня прийти, но в силу определенных причин не получилось у них. Написали ее, эту песню, Павел Кайро и Владимир Беляков. Но она у нас была как бы типа гимна Вожатского. Вот такая песня. Перелистав известные дома, мы научились говорить красиво словами Пушкина, Макаренко, Дюма. Но разве только в этом наша сила? И каждый час, и каждую минуту о чьих-то судьбах вечная забота, кусочек сердца отдавать кому-то. Такая, брат, у нас с тобой работа, кусочек сердца отдавать кому-то. Такая, брат, у нас с тобой работа. Они порою знают больше нас, философы в 13 с половиной, мечтая забываются подчас, припав щекой к теплому камину. И каждый час, и каждую минуту о чьих-то судьбах вечная забота, кусочек сердца отдавать кому-то. Такая, брат, у нас с тобой работа, кусочек сердца отдавать кому-то. Такая, брат, у нас с тобой работа. А если не решается вопрос, они спешат к тебе, ища подмоги, устраивают жизненный допрос. Хоть мы с тобой, старина, не боги, и каждый час, и каждую минуту о чьих-то судьбах вечная забота, кусочек сердца отдавать кому-то. Такая, брат, у нас с тобой работа, кусочек сердца отдавать кому-то. Такая, брат, у нас с тобой работа. Перелистав известные дома, мы научились говорить красиво словами Пушкина, Макаренко, Дюма. Но разве только в этом наша сила? И каждый час, и каждую минуту о чьих-то судьбах вечная забота, кусочек сердца отдавать кому-то. Такая, брат, у нас с тобой работа, кусочек сердца отдавать кому-то. Такая, брат, у нас с тобой работа. Снова мурашки побежали. Песня я тоже услышал в активе. Она к активскому движению не
связи с последними событиями, которые сейчас у нас вообще во всем мире происходят, появилось очень много песен, которые я бы назвал патриотическими однодневками. Прям ушик, а потом она исчезнет, и мы ее помнить не будем. А вот «Темная ночь», она уже 79 лет она живет. Или «Враги сожгли родную хату», тоже живут. Вот эти песни будут жить. И вот эта вот песня, которую написал Александр Васин, она не особо известна. Понимаете, она честная. Вот я вам сейчас попробую спеть. Называется она «Холода». К печи парень я поднеси, а ладьи замеси, трещат морозы на Руси, морозы на Руси. Ах, мама, ты едва жива, не стой на холоду, какая долгая зима. В 42-м году дымятся снежные холмы, и ночи нет конца. Эвакуированы мы, и нет у нас отца. Забыл я дом арбатский наш, покой и тишину. Я брал двухцветный карандаш и рисовал войну, шли танки красные вперед. Под ливнем красных стрел вниз падал черный самолет, и черный танк горел. Страшные и снежные зимы не будет никогда. Из жизни навсегда эвакуированы мы. Из жизни навсегда. Но жизнь продолжается, и слава Богу, что она идет только вперед, не умеет ходить назад. Ну а все мы, как сколько бы лет нам не было, как бы мы ни взрослели, мы всегда помним то время, которое называется детство. Стоит нам только его забыть, можете сразу писать в графе там, национальность, гражданство, все такое прочее, вы можете написать на одно слово «старик». Все. А пока детство помню, вот эта песенка как раз про те времена. Написали ее тут неизвестно кто. Одни говорят, что это написал Юрий Устинов, а другие говорят, что ее написал Ефим Зубков. Вот кто написал, неизвестно. Но будем считать, что, может быть, они вместе сделали. А песня называется очень просто «Кораблик детства». Это тоже из актива. Кораблик детства, уплывает в детство, белые большие трубы скошенные назад, дайте наглядеться, а на прощание наглядеться, дайте мне наслушаться, как они гудят, дайте наглядеться, а на прощание наглядеться,
хочется, дайте мне наслушаться, как они гудят. Ветерок на палубе тронул чьи-то волосы, и в туман уносится чей-то нежный взгляд. Уплывает детство, но до чего ж не вовремя, что даже все ребята об этом говорят. Уплывает детство, но до чего ж не вовремя, что даже все ребята об этом говорят. Все не раз прощались, все не распрощались, время уж последнее, шлюпки в море уходить. Что же вы остались, чудаки остались, или вам не хочется с нами в юность быть? Что же вы остались, чудаки остались, или вам не хочется с нами в юность быть? Кораблик детства уплывает в детство, белые большие трубы скошены назад, трубы скошены назад, дайте наглядеться, а на прощание наглядеться, дайте мне наслушаться, как они гудят, и как они гудят, дайте наглядеться, а на прощание наглядеться, дайте мне наслушаться, как они гудят. Так, а вот дальше, вот мы сейчас трогали актив, а теперь мы сейчас перейдем к тому, к той страничке нашей жизни, любой нашей, любого человека, которая называется улица. Все мы были молодыми, все мы по вечерам блукали по улицам, в большей или меньшей степени, но, наверное, все. И вот во времена нашей молодости очень популярна была в тесных кругах там, ребячей компании, где находились девчонки, и когда нужно было произвести на девчонку впечатление, это сейчас не такой модный инструмент, а тогда, если ты с гитарой, все равно, что в свое время на деревне с гармошкой, первый парень на деревне, как говорится. И вот была одна песня, которую при случае любили вернуть. Тут как-то она мне попалась, про нее прочитал, и песню написал Сергей Есенин. Быть такого не может. Я не скажу, что я очень хорошо знаю творчество Сергея Александровича, но не встречалось мне вот это вот, хотя бы даже слова. Начинаю рыться. Ага, натыкаюсь. Слова написал Юрий Визовченко, а Александр Погорелкин взял эти слова, немножко переделал, придумал простейшую мелодию, которая, кстати, потом очень сильно стала популярной и в афганских песнях, такая мелодия, где эта мелодия встречается во многих, очень похожая. И вот так вот родилась вот эта песня. А думаю, что кто-то, наверное, ее знает. Я обычно таким жанром, сейчас в своем возрасте, я обычно над этими песнями издеваюсь. То есть постоянно начинаю ерничать, хохмить, но сейчас я уж попробую ее спеть серьезно, как дань памяти тем нашим молодым годам. Помню, мальчик, я босой в лодке колыхался над волнами. Девушка с распущенной косой мои губы трогала губами.
Девушка с распущенной косой мои губы трогала губами. И Волга поет над тростником, и Волга в малиннике тоскует. Почему родился босяком? Кто и как мне это растолкует? Почему родился босяком? Кто и как мне это растолкует? Ветви я к груди своей прижму, вспомню вдруг про юность и удачу, и Волгу с малинника спугну. Рассмеюсь от счастья и заплачу, и Волгу с малинника спугну. Рассмеюсь от счастья и заплачу. Помню, помню, мальчик, я босой в лодке колыхался над волнами. Девушка с распущенной косой мои губы трогала губами. Девушка с распущенной косой мои губы трогала губами. А вот дальше должна была быть другая песня. Но мне пришлось заменить ее еще на одну песню. И виноват в этом человек, который сейчас в зале находится. Я не буду называть песню, там в словах сразу будет понятно, как она называется. Я не знаю, кто автор. Может быть, как раз тот человек, в чьем репертуаре она была. А у человека была достаточно, наверняка вы кто-то слышали его. У человека была достаточно популярная фамилия, не популярная, такая яркая фамилия. Фамилия у него была Звездин. Не путать со Звездинским. Эта фамилия мало кому что может сказать. А вот если я скажу, что на сцене его звали Аркадий Северный, наверняка кто-то что-то вспомнит. И вот такая песенка была в его репертуаре. Я не знаю, я сейчас пою по-своему очень многие песни. Я не умею петь, точно копируя автора. Может быть, там что-то у него немножко изменялось. Я услышал ее именно вот в таком варианте. Что ты смотришь на меня в упор? Я твоих не испугаюсь глаз. Зараза, раз такой уж вышел, раз такой. Что ж, поговорим последний раз. Ну что же, брось-то, бросай. Жарить я не стану я. Таких, как ты, миллионы достану. Ты же поздно или рано все равно ко мне придешь сама. Тебя по переулкам ждал, от ночного холода дрожа. Зараза, кто тебя по кабакам спасал, от ударов финского ножа. Ну что же, брось так, бросай, жарить я не стану я. Таких, как ты, миллионы достану. А ты же поздно или рано все равно ко мне придешь сама. Види на
на крыльцо. Не буди в душе глухую злость, зараза, на, возьми с моей руки колесо. А свое хоть под забором брось, ну что же брось, так бросай, жалеть не стану я. Такие, как ты, миллионы достану. Ты же поздно или рано, все равно ко мне придешь сама. В конце 80-х годов, вернее, во второй половине 80-х годов, на тогда еще советской рок-сцене появилась такая группа, как «Водопады» имени Вахтанга Кикабидзе. Такая даже группа была. Ребята были замечательны тем, что свой первый альбом они записали на магнитофоне «Комета» и увеличили звук, ну, вернее, скорость записи звука, увеличили, как тогда на проигрывателе была скорость 33 оборота, 45 оборотов, 78 оборотов. Вот они голос записали на 45 оборотов. Музыка идет нормально, голоса... И вот у них, я не помню, как назывался альбом, но у них была такая песенка, которая, вроде она роковая, вроде не роковая, но я ее так вот запомнил, и называется она «Односторонняя любовь». Ну, сейчас попробуем показать. А я работаю в колхозе, хожу в болотных сапогах, а ты модельно юбку носишь и красишь ногти на ногах. Своей внешностью доволен и хоронить в жилах бычья кровь. Но вот беда меня постигла, односторонняя любовь. С тобой гуляет зоотехник, на все село один артист, создавший в клубе рок-команду, а в ней он лидер, баянист. Он ходит в кроссовках чистых и шумит ее в стогу. Я б задушил того артиста, но жить без рук не могу. А я с тобой хоть крематорий, но ты с другим мешаешь кровь. Я объявляю мораторий на однобокую любовь. Следующие песенки у нас так получилось, как один человек мне сказал. Вот благодаря, говорит, этой песне я заметил Комарова. Это меня, то есть. И так получилось, что с того момента мы так вот друг друга замечаем, то есть просто-напросто дружим. А песенка эта появилась в начале аж еще прошлого века. Автор, как вот было подписано под словами, было написано В. Роденков. Кто такой В. Роденков, не знает никто. Вот В. Роденков и все. Но есть подозрение, что это псевдоним человека по имени Владимир Хенкин. Ну, какой-то такой поэт местного разлива, типа меня, на своей улице известен, дальше не тому, что не знаком с его творчеством. А песенка, не то что песня, стихи, а потом и песня, она такой, как ее назвали, медленный фокстрот, называется она «Школа танцев». Может быть, кто-то ее и слышал. Это школа Соломона Фляга, школа бальных танцев в Галаган. 2 шаги налево, 2 шаги направо, шаг вперед и 2 назад. Кавалеры приглашают даму, там, где флажка, там, кажется,
кажется, берет 2 шаги налево, 2 шаги направо, шаг вперед наоборот. Дамы приглашают кавалеров, там, где галстук, там, кажется, берет 2 шаги налево, 2 шаги направо, шаг вперед наоборот. Дамы, не смокайте занавеску, это неприлично вам говорят. Это неприлично, не гигиенично и не симпатично вам говорят. Тетя Соня, не вертите задом, это не купель, а вы не сорок. 2 шаги налево, 2 шаги направо, шаг вперед наоборот. Люди, помогите Боге, вам говорят. Она била лужу и прямо в ноги дороги, шаг вперед или назад. Вадик Капинович, я имею видеть и вам говорят. Вы меня, пожалуйста, если можете, то заметьте. Шаг вперед или назад. Это школа Соломона Пляга, школа бальных танцев, вам говорят. 2 шаги налево, 2 шаги направо, шаг вперед и 2 назад. Серьезных песен, чтобы немножко, чтобы сильно не грузить. А вот это я даже не ожидал, что вот следующую песню, которую я спою, написал именно этот человек. Но если кто шансон слушает, наверняка, может быть, слышали такую песню, там, «Ушанка», «Шапочка-ушанка», автор Геннадий Жаров. Мне посчастливилось, ну как сказать, уже посчастливилось, не посчастливилось. Я был на дне рождения у одного человека, где он среди приглашенных, он тоже выступал. Там друзья шансонье собрались, и вот он там выступал. А буквально через какое-то время вот случилось, я узнал, что он скончался. И вот в свое время он написал песню, я долго не знал, что он ее автор, но я очень люблю эту песню. Она на тему гражданской войны, называется она просто «Аксинья». Утро серое начинает рано, а на земле мы первые, нам нельзя с обмана. Начинали в истории новый поворот. Жаль, что слаб в теории, бою наоборот. А ты прости меня, дорогая Аксинья, но твоя юбка синяя не удержит бойца. Не реви, баба темная, много нас убуденного, наша первая конная, с ней пройдем до конца. Не реви, баба темная, много нас убуденного, наша первая конная, с ней пройдем до конца. Комиссар Кривухин лучше бы сказал, но в прошлой заварухе он и без вести пропал. Может быть, убили, предали земле. Силен он был на митинге, да не силен в седле. А ты прости меня, дорогая Аксинья, но твоя юбка синяя не удержит бойца. Не реви, баба темная, много нас убуденного, наша первая конная, с ней пройдем до конца. Не реви, баба темная, много нас убуденного, наша первая конная, с ней пройдем до конца. Сапоги на стреля, шашки
наголо. Эх, лихое время, ты мне все одно. Прекратишь истерику, ведь я же еще живой. Вот кончил офицерик. И тогда домой, а ты прости меня, дорогая Ксения, но твоя юбка синяя не удержит бойца. Не реви, баба темная, много нас убуденного, наша первая конная, с ней пройдем до конца. Не реви, баба темная, много нас убуденного, наша первая конная, с ней пройдем до конца. Будет достаточно большая, и песни там будут только одного автора. Вы знаете, по некоторым вопросам, мы все люди разные, да, и по некоторым вопросам, вот лично вот с ним, вот его взгляды, мои взгляды, мы немножечко вот стоим на разных позициях. Но! Что меня привлекало и привлекает в этом человеке, это то, что он умеет ценить дружбу. Сейчас же ни для кого не секрет, что многие люди, которые раньше дружили, в связи с определенных обстоятельств, разошлись, да, в разные взгляды. Он не отказался ни от одного своего друга. И ярким доказательством этому служит то, что он сделал вот в этом году на матче Суперкубка по футболу между «Зенитом» и «Спартаком», когда он вышел и пел песню всего лишь. Никто не мешал ему в последнем куплете изменить строчку, потому что там упоминался один человек, который сейчас немножечко не в почете. Он ничего это сделать не стал, он спел так, как есть. Я дважды был на его выступлениях, один раз на сборном концерте, один раз на сольном. Честно скажу, он меня поразил. Не то, что поразил, он сразил на повал. Как он ведет себя на сцене, как он общается со зрителями, как он держит себя. Что говорить. Я этого человека уважал, уважаю и надеюсь, что уважать буду. Это Александр Яковлевич Розенбаум. И вот сейчас какое-то количество песен я вам попробую спеть по-своему. Первая песня – это посвящение Булату Акуджаве. Не вините меня в том, что опоздала чуть-чуть гроздья рябины под окном. Мне не дают никак уснуть гроздья рябины под окном. Мне не дают никак уснуть, как часто от себя бежим и долго маемся за занавесочкой лжи. Что ж не раскаиваемся за занавесочкой лжи? Что ж не раскаиваемся? Что ж не поверим, не простим, не подадим руки? Может быть, все от глупости, но ведь не все же дураки. Может быть, все от глупости, но ведь не все ж дураки. Глянь-ка за птичками в раю, вечная очередь, и я по горнише стою вместе со всеми прочими, и я по горнише стою вместе со всеми прочими. Не вините меня в том, что опоздала чуть-чуть гроздья рябины под окном. Мне не дают никак уснуть гроздья рябины под окном. Мне не дают никак уснуть. Я вам сегодня посвящал одну песню одному человеку, вот следующую песню тоже для вас, для всех, и еще для одного человека тоже хочу лично спеть. Самое смешное, мы знакомы уже не один год, но знакомы мы только по интернету. Мы все договариваемся встретиться, вот, я все обещаю приехать к ней в гости, но никак не получается, то и пандемия, то еще там что-то, то еще, но никак не вырывается. Живет она достаточно далеко, живет она в Пензенской области. Замечательнейший человек Валя Танцарева.
Мы познакомились как-то случайно, чисто в интернете, ВКонтакте. Просто-напросто она тоже пишет песни. Песни очень хорошие, ну, чисто женские песни, но я вообще к дамам бардам, к дамам шансонье отношусь достаточно своеобразно. Не каждую могу принять, так же, как и меня, наверное, кто-то. Но вот она чем-то поразила. Бог его знает. Может быть, даже не песни, а вот на фотографии. Потом мы уже созванивались, так и по видеосвязи, так общались. Вы знаете, вот я перед этим говорил про глаза, и здесь тоже скажу. Вот поразительно добрые глаза. В них посмотришь и утонешь просто-напросто. Там вот такое понятие, как злость или злоба, вот там вообще их нету просто-напросто. Человек, который к себе располагает. Вот сейчас для вас всех, и Валя, для тебя, как и обещал, я тебе писал, что обязательно спою для тебя, скажу несколько слов. Песня тоже из репертуара Александра Яковлевича Розенбаума. Жил старик, колесо крутил целый век. Он кувшин любил свой, на ветрах замешивал воздух и скрипел. Друг гончарный круг и тихо пел. Рано поутру он, старец и мудрец, стал им звездам. Ты вертись, крутись, мое колесо, не нужны мне ни вода, ни песок. Напоит людей росой мой кувшин, мой серебряный кувшин. Будет легким он, как крик птичьих стай, и прозрачным, словно горный хрусталь. Тоньше тонкого листа у осин будет лунный мой кувшин. Годы шли, спину сгорбили, круг скрипел. Ветры гордые, взмыв, затихали в пальцах покорно. И смеясь, а что худого в том, люд кричал, сумасшедший он, но им в ответ шептал старец вздорный: ты вертись, крутись, мое колесо, не нужны мне ни вода, ни песок. Напоит людей росой мой кувшин, мой серебряный кувшин. Будет легким он, как крик птичьих стай, и прозрачным, словно горный хрусталь. Тоньше тонкого листа у осин будет лунный мой кувшин. Зло свое кто осудит сам раз в 100 лет, чудо сбудется, и засверкал кувшин круторогий. Полон был дождевой росой до краев, а ледяной росой пей, путник он стоит у дороги. И теперь зависть белая, и теперь люди веруют, и чудеса в цене потеряли. А дожди грустной осенью с неба ветром доносят нам лишь обрывки песенки старой. Ты вертись, крутись, мое колесо, не нужны мне ни вода, ни песок. Напоит людей росой мой кувшин, мой серебряный кувшин. Будет легким он, как крик птичьих стай, и прозрачным, словно горный хрусталь. Тоньше тонкого листа осин будет лунный мой кувшин. Если ты поешь песни Александра Розенбаума, если они есть в твоем, как говорится, репертуаре, ну как тут не обойтись без его знаменитого цикла, который был запрещен в свое время, где-то в начале 80-х, его запрещали, он шел подпольно на кассетах. Это знаменитый его детский цикл про Семена. Ну, гоп-стоп я петь не буду, ну, здесь вот посидим. А вот одну песенку все-таки спою.
толстый фраер на рояле нам сыграет. Девочки танцуют и пижоны поправляют свой кис-кис. Сегодня лонжерон гуляет, сегодня белочка справляет. Свою помолвку бросим спеть ее на бис. Бела, не ломайся, не рассказывай мне майсы. Помнишь, Бела, как в Херсоне мы давали изумительный гастроль. Хрусты летели и летели, а мы с тобой давно вспотели. Мы танцевали модный танец карамболь, а потом прощались темными ночами. Нужно было что-то где-то и кому-то вставить в бок. Но твой знакомый опер Сухов меня замел в тот день у дюка, и нам пришлось с тобой расстаться, вышел срок. Что это мало свету, не пройти нам в кабинеты. Толстый лопух нам собирает, и маэстро колыбельную давай. Еще я попрошу гарсона, чтобы извозчик был с фасоном. А если будут беспокоить, то стреляй. Катим в дилижансе шухер, впереди кожанки. Ох, маэстро, это ж иногда, а какой чудесный вечер был. В педалице ландышей букетик, то белый дамский пистолетик, который я на Пасху-Бере подарил. Господа и дамы, выходите прямо. Я пошел налево, guten Abend, meine lieben Киса, не скучай. Сэм, ходите рядом сбоку, без вас мне жутко одиноко. Холера ясно, Сема, прыгайте в трамвай. Фраер, толстый фраер на рояле нам сыграет. Девочки танцуют и пижоны поправляют свой кис-кис. Сегодня лонжерон гуляет, сегодня белочка справляет. Свою помолвку бросит спеть ее на бис. Как он сам рассказывал, что все, что в этой песне вот он спел, что он написал, это было на самом деле. Там вот и герой там у него один во втором куплете появляется, что на самом деле это было, и что там действия какие происходили. Все это было, ну, вроде человеку со стороны, может быть, и непонятно, про что поет. Ну, не знаю, я почему-то понял сразу. Песня тоже знаменитая. Наверняка сейчас те, кто Розенбаума слушает, сразу поймут, что это за песня. Глухари на роговище бьются груди до крови. Они на шутку расходились быть на живу. Так и мы когда-то жили от зари до зари, влюблялись и любили. Мчались годы с той поры, мчались годы, стерлись клювы, раны зажили давно. Только шрамы доброй памятью остались, а рябину всю скрывали, да порвали на вино. Но кто помнит, прилетали на знакомое окно. На-на-на-на-на-на-на.
Кружится дом, над крышей вьется дым, и Антоновка созрела, пожелтела. Оглянуться не успел я, друг мой Вовка стал седым, а ведь и тоже было дело, передергивал воды. На болото все как прежде, крылья хлопают в ночи, все буяня, все расплескивает удали. А я уже не буду занавесочку спалил, и то вспомню, то забуду, как за птичками ходил. Расходились быть бы живу, как и мы когда-то жили, от зари до зари, влюблялись и любили, мчались годы с той поры. И не спеть его казачьи песни. Молодец, Александр Яковлевич, просто умница. Вот парочку давайте я вам сейчас покажу. Мы уже почти у финиша, мы скоро закончим. На Дону, на Доне гуливали кони, и костров огонь согревала бока. Звезд на небе росы, а я с гнедою сросся, стремена по росту, да не жмет рука. Звезд на небе росы, а я с гнедою сросся, стремена по росту, да не жмет рука. На Дону, на Доне степь полыни тонет, а ветер тучи гонит, тучи облака. Вольная казачка понад речкой плачет, видно не иначе любит казака. Вольная казачка понад речкой плачет, видно не иначе любит казака. Тихие слезы тихому Дону, доля казачья, служба лихая. Воды донские стали б солены, если б на месте век постояли. Тихие слезы тихому Дону, долго не видеть матери сына, как не крепится батьке седому, капля слезинки сползет на щетину. На Дону, на Доне, как цветок в бутоне, девица в полоне красоты своей. Счастью бы распуститься, лепесткам раскрыться, да одной не спится в лихолетии дней. Счастью бы распуститься, лепесткам раскрыться, да одной не спится в
стороны. Если б на месте век постояли тихие слезы, тихому тону долго не видеть матери сына, как не крепиться батьке седому, капля слезинки сползет на щетину. Казачья, не казачья, как у меня их называют, лошадиная. Под зарю хорошую скачут в поле лошади, а на конях добрых лихих удалые всадники мчат от Семена Михайловича. Копыта трубью стучат по ковряной по степи, и за первой конною армии Буденного эту песню люди споют. Не в почете злая печаль у Семена Михайловича, и удача нас повстречай спереди в лихом бою. Ой, запевала наш жизнь, отписала нам по полной мерке году. Ой, по трубе не плачь, жив, не убит трубач, ему спасибо за то. Молодые отчаянные в стременах качаются, ястры соляные клинки, пьяные от запаха трав, развились чубы по ветрам, и летит над степью ура от реки до реки. Ой, девчата, девицы, да ну куда ж вы денетесь? До станицы далеко подойти, развернет и гармонь в 3 ряда. Коли полюбишь, то не беда, кончится война, и тогда доиграется мотив. Ой, запевала наш жизнь, написала нам по полной мерке году. Ой, по трубе не плачь, жив, не убит трубач, ему спасибо за то. Незаметно 20 песен. Как я говорил, свои песни будут в самом начале и в самом конце. То есть сейчас я спою свою песню, которая и называется так, как написано на афише. Годы пролетают, ну и что такого. Начали годами, ими и закончим. Он всегда ведь новый.
будет солнце в небе голубом, чтоб дышалось легче, распахни рубаху, солнце светит в небе голубом. Если перед кем-то закрывают двери, все равно не стоит руки опускать. Счастлив тот, кто любит, счастлив тот,